О, офигеть, такая новенькая. Сколько раз уже ходили? Пару раз только. Класс. Настя там кричит. У нас еще 5:42. Вот мы приехали, не знаю, я же рассказывал. Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Лена in the Forest. Мы приехали в гости к парням с канала Егор Копусов. И сегодня они будут чистить снег, а мы с Настей будем готовить кушать. Вчера мы приехали, добрались мы на волокушах, мы с Федей ехали. Поездочка была веселенькая. Приехали вчера, приготовили покушать, поговорили, затопили печку. Настя сегодня будет помогать мне готовить. Да, я буду сегодня Лениным оператором. Буду снимать, как она готовит. Ну и помогать, соответственно, готовить тоже. Прогулялись с Настей по местному лесу. Сейчас посмотрим, что там уже парни делают. Они, наверное, уже все расчистили, пока мы гуляем. Спали мы сегодня вообще превосходно. Мягко, комфортно. Вот последняя... Да, в развалочку вообще. Вообще. Последняя моя ночевка в лесу, это в прошлом ролике мы с Федей ночевали в укрытии. Там у меня, конечно, болела спина на следующий день. Я вот как ночью уснула, все, так утром не проснулась, даже ночью ни разу не просыпалась. Я также. Вообще комфортно, тепло. Вообще здорово. У парней здесь очень много всяких разных построек. Вот этот вот самый главный арт-объект. Вообще классно. Так здорово выглядит. Вот это сама основная избушка. За избушкой стоит банька, в которую сегодня мы обязательно пойдем. Скорее бы уже вечер. Внутрь баньки мы вчера заглядывали. Там все так пахнет еще вот нулевочкой. Вот такая вот банька. Все это они делали сами, своими руками. Даже вот эту печку. Класс.
Такая вот у них здесь нарядная печка. Красивый такой кирпич. Кровати вот так выдвигаются. Спальня, говорю, уже вообще шикарно. Егор, Валерик и Ромик уезжали ночевать домой. Мы здесь спали вообще как короли просто. На этих кроватях. Представляете, у них даже есть телевизор. И это в избе, в лесу. Сколько время уже? Не знаю, зачем тебе время, Михалыч? Ты почему не работаешь? Я отдыхаю. В смысле отдыхаю? Работы, время должно незаметно проходить. Все работают, а Михалыч отдыхает. У нас своя работа. Сейчас уже будем готовить. Сейчас все узнаю, где здесь у них место. А, ну вот это, наверное, да? Вот здесь такой столик, все удобненько. Здорово. Планируем сегодня приготовить казан-кебаб. Ни разу не готовили это блюдо, а сделали скриншот просто вообще с интернета, рецепт. Сегодня с Настей будем тестировать. Думаешь, получится? Да по-любому получится. Все получится. Все получится. Мы с Настей сейчас приберемся здесь. У нас после завтрака еще кружки на столе. Помоем посуду, приберемся и начнем готовить, кушать. Очень здорово, что у меня сегодня есть помощница, потому что народу нас немало, готовить надо будет много. Посмотрите, какие классные рога. Офигеть. Класс. Еще вот такая здесь щука есть. Какая она злобная. О. И еще одни рога. Картошку мы начистили. Сейчас будем нарезать мяско. Казан у нас уже там топится. Сначала все нарежем, подготовим, потом пойдем уже на улицу к казану, чтобы не бегать уже потом туда-сюда. Картошку надо будет обжаривать до румяной корочки, я так поняла, и потом убирать ее тут. То есть надо будет постоянно находиться возле казана. Так, ну что, вот такими кусками, наверное, будем резать, да? Моем, строго, чисто. Ого! Чисто, чисто. Ну все, мы почистили картофель, нарезали мясо. Теперь будем обжаривать картофель. Да, Лена? Да. Ну все, идем. Ага, а лук? Лук. Лук забыли. Лук Лена крошит сама, Да. потому что... Потому что я не ем лук, я крошу его очень тонко, мелко, чтобы он в процессе готовки все свои соки отдал, но самого присутствия лука визуально, чтобы его не было. Я не знаю, почему я не люблю лук, честно говоря, это с детства. Даже не знаю, по какой причине я не люблю лук. Настя, ты ешь лук? Я ем. Хотя Настя моя сестра. Она ест лук, а я не ем. Федя здесь у нас уже все готовит, подготавливает нам казанчик.
Друзья, вы не поверите, вышло солнце. Здесь сразу все так изменилось. Стало все так ярче, что ли. Класс. Еще бы летом здесь побывать. Мне кажется, здесь вообще очень сильно красиво. Для приготовления этого блюда нужно очень много масла. Чтобы у нас картошка была как бы во фритюре. Сейчас добавим приправы, и можно его уже будет закрывать. Наконец-то. Добавляем приправу. Зира называется. Вот такую вот. Ну, по рецепту так написано. Приехали парни, съездили за водой. Нас тут уже сейчас закроем крышечкой. Добавляем бульончик, черпачок.
решили 50 на 50 в общем сделать. Добавить 100 мл воды и 100 мл бульона. Через 40 минут казан-кебаб будет готов. Ура! Че, Лена, скоро будет кушать готово? Через 40 минут закрыли казан. То я уже проголодался. Мы все проголодались, да, согласна. Кушать хочется. Что, много воды набрали? Где фляги? Опять следы. Здоровые. У волка? Да, он с моей водой. Офигеть, засняли? Да. Федя несет нам еду. Там вообще далеко, короче, чуть. Какие места там классные вообще. Ну, слушайте, вы на весь лес. Едой пахнет, да? Но вообще мы там в гору поднялись, уже чувствуем, пахнет. Так вот. Как раз к еде приехали. Да. Ну, запах вообще в лесу стоит. Что-то туда. Так вообще, да. Все разложили уже по тарелочкам. Кто-то уже кушает. Приятного аппетита. Приятно. Принесли стульчики. И приступаем к трапезе. Ну что, друзья, всем приятного аппетита. Мы кушать. Кстати, друзья, я починила свою шапку, я ее сзади подшила, вот настолько я ушила ее, и все, она теперь держится. Не знаю, надолго хватит мне этого или нет, но шапке уже где-то лет 5, наверное. И вот только сейчас она начала выходить из строя, так сказать. Мы покушали, отдохнули, парни пошли топить баню, а мы сейчас с Настей начнем готовить суп. Банька уже топится, солнышко уже село практически. Уже буквально вот-вот скоро станет уже совсем темно. Осталось совсем немного. День прошел очень быстро. Блюдо мы готовили долго. Надеюсь, с супом мы расправимся гораздо быстрее. Снег уже почти растаял. Надо, чтобы вода стала горячая, и потом оно легко отмоется. Это вот вы веники сделали, да? Веник один. А почему один? Таких-то нету, вообще искали, сколько ездили, вообще не нашли нифига. Вот единственное. Вообще много объездили. Ну да, вас долго не было. Да, пол тайги, наверное, объездили. Санек сказал, что помоет сегодня казан, так как у него большой опыт в мытье казанов. И мы решили как бы довериться ему в этом деле. Скажу честно, я такого не говорил. Я максимально не хочу мыть казан и не буду его мыть. Мойте сами, девочки.
Мы с Настей уже принялись к готовке супа. Парни занимаются казаном. Мы с Настей пока вот здесь моем посуду, прибираемся, шинкуем мясо, морковку, лук. В общем, все подготавливаем. А Санек там занимается казаном, залил туда воду, помыл его, кстати, он все-таки. Все, овощи уже загрузили в казан. Скоро будет готов наш суп. И наконец-то на сегодня с готовкой будет покончено. Баня уже скоро будет готова. Возможно, мы даже первые пойдем. Супчик у нас уже готов. Закинула туда уже лаврушку. Сейчас еще закинем зелень. Снимаем уже с огня. И он уже готов. Ребра оттуда мы достали. Специями обмазали, маслицем. Все это в фольгу завернули и отправили туда вовнутрь в угли, чтобы оно там поджарилось и было очень вкусное. Мяса, потому что в супе достаточно, мы решили с ребрами расправиться, в общем, таким образом. Че, Настя, как баня? Все классно вообще. Вон я, наверное, вся красная, да? Ну да, красненько. Вообще попарились, помылись, пропотели вообще сильно. Мы ни разу не поддавали. Баня? Огонь. Просто шикарная баня. Мы с Настей даже ни разу не поддавали. Постоянно выходили на улицу, потому что там очень жарко. Попарились, пихтовым веником попарились, березовым веником попарились. В общем, обновились полностью. Класс, класс. Сейчас парни вот, да, пошли в баню, и мы когда пришли с Настей, начали рассказывать, как мы сходили в баню. Они: все, молчите, не травите нас уже. Быстро разделись и убежали в баню. Класс баня. Вообще, парни, спасибо большое. Баня вообще супер-пупер. Во. Ну, в общем, все, парни уезжают домой. Мы остаемся здесь. Друзья, всем доброе утро. Мы уже собираемся, готовим завтрак, разогреваем суп, который мы вчера с Настей готовили. Ночь прошла, вторая ночь прошла так же классно, как и первая. Сходили вчера вообще здорово в баню. На улице сегодня поднялся ветер, и погода не очень-то. Всем доброе утро. Всем привет. Доброе. Вот так вот мы сегодня спали. Я спала вот на том лежаке, Федя рядом. Здесь Настя и здесь Санек. А Михалыч спал на полу. Ну, он спал не просто на полу, он спал на таком вот толстеньком матрасе. Не жалуется, говорит, было классно. Что, все уже поставила, разогревается? Класс. Егор приехал к нам
часов 10 утра. Растопил печь. Поставили вот уже супик греться. Покушаем. Вкусненько. Наварили вчера целый казан супа. Я пошел. Очень глубоко. Друзья, всем приятного аппетита. Как суп? Настоялся. Что делаете? Казан моете? Да. Вышло такое яркое солнце, но ветер по-прежнему сильный. В прошлый раз, когда мы уезжали отсюда с Мишаней, это было лето прошлого года, я уехал отсюда покусанный клещом. Утро последнего дня вышел по нужде, захожу в избу, это где-то было 6 утра, захожу, просыпаемся в 9 и чувствую, что-то на ляжке сидит. Думал, корочка, начал отдирать, это был клещ. Вот. Потом у меня заболела спина. Я еле отсюда уехал, Валерик мне устроил пчелотерапию. Да. Это что такое? 2 пчелы или 3 в поясницу мне О. вкололи, да. Потом уехали, все, и я неделю откалывался, лежал дома. Что, откопали последнюю? Да. Вспомнил вчера, где последний. Это у вас вот здесь вот прямо все ульи, да, стоят вот так близко рядом? И частенько они вас кусают? Бывают, если медосбор, они там очень это агрессивно бывают. Это в июле месяце. А вообще в любое время так. Но по сравнению с пчелами, комары это еще нормально, терпимо. Не взяли. Почему не взяли? Ну, значит, все хорошо, у них с запасом. Жарю. Да. Ты так спокойно отреагировал? Да. Вчера тут прилетали. Угу. Жарю. Вчера не сказано. Угу. Начали уже Да. отстать, чуть-чуть есть. Они все пустые, да? Да? Я никто не ужалил, все отлично. Посмотрели, как пчелки зимуют. У нас по-другому зимуют. У нас просто вместо избы амшанника, у нас амшанник просто шалаш. Который нужно уже откопать. Да. Уже солнце пробивается, тепло уже.
снега туда. Сколько? Угу. Будь здоров, смотри, рисунок еще Мгм. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я говорю, для силы нету. Что здесь происходит? Давай на левую мешаем. Ну все, друзья, подошел к концу наш замечательный, вообще отличный, бомбезный поход. Мы обязательно сюда вернемся, будем прощаться с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылки на канал ребят я оставлю в описании под этим видеороликом. Переходите, смотрите. Всем пока! Ребята уже упаковываются в корыто. Волокуши, или как правильно называется. Большие волокуши. Хоп. Да, мне еще вот, смотри. Все в сборе.